Всем привет! Совсем недавно я показывал, как собрать себе резервное питание. Но для такого проекта нужно как минимум иметь необходимый инструмент, навыки в пайке и немного в схемотехнике. Если же этого нету, то не беда. На помощь приходит готовое решение. Как в данном случае это Bluetti AC180P. В этом ролике мы не только протестируем функции данного устройства, а и заглянем под капот. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, с чего же начинается любой обзор? Естественно, с распаковки. Тут в кадре у нас еще солнечная панель, но про нее поговорим чуть позже. Давайте вскрывать коробку. Внутри нас встречает инструкция, а также коробочка поменьше с проводами. Ничего сверхъестественного. Далее достаем станцию. Само устройство выглядит красиво. На передней панели нету ничего лишнего. Все разъемы подписаны, так что тут не ошибиться. Есть также боковая панель, на которой расположен разъем зарядки, как у компьютерного блока питания. Предохранитель и заземление для безопасности. Она довольно тяжелая. Оно и понятно, тут аккумуляторов на 1,5 киловатта. Так что для таких размеров очень внушительно. Чтобы вы не думали, что я притворяюсь, вес станции составляет 16,4 килограмма. Давайте нажмем кнопку включения. Экран загружается, и мы видим процент заряда станции. Это, безусловно, является самым важным показателем. А также мы видим показатели потребления и отдачи энергии. Но пока они по нулям, так как у нас ничего не подключено. Что ж, давайте тестировать возможности данной станции. В первую очередь нагрузим инвертор, так как это более актуально в наше время. Для того, чтобы проверить показания встроенного индикатора, воспользуюсь внешним амперваттметром. Проверку я хотел начать с какого-нибудь маломощного потребителя. Но зачем мелочиться, нагрузим сразу нормально. И такой нагрузкой будет дуйчик. Для включения нажимаем кнопку AC. На дуйчике сначала запускаем вентилятор. Потребление около 25 Вт. Включаем первую мощность. Потребление возросло до 900 Вт. Все работает штатно. Теперь, если переключиться на вторую мощность, то потребление будет уже выше номинала. Посмотрим, как работает защита по превышению мощности. Как видим, потребление доходит до 2,5 кВт. Только тогда срабатывает защита, потребитель отключен. Теперь необходимо полностью выключить станцию и запустить заново, чтобы сбросилась защита. Вполне логичный режим. Стоит заметить, что у станции есть дополнительный режим, который можно включить через приложение или через меню на самой станции. Для входа удерживаем кнопки DC и AC. А потом удерживаем кнопку AC на протяжении 2 секунд до появления значка. Этот режим хитрый. Он позволяет запустить мощную нагрузку путем искусственного понижения мощности. Проявляется это в уменьшении выходного напряжения. Вы можете видеть, что выходное напряжение упало, и тем самым уменьшилась выходная мощность. Как по мне, такое решение очень удачное. Помимо этого, в настройках станции можно изменить выходную частоту, а также включение и выключение режима Eco, который позволяет автоматически отключить выход AC и DC при длительной маломощной нагрузке. Не знаю, где может пригодиться данный режим, просто знайте, что он есть. А чтобы задать конкретное значение времени и мощности в режиме Eco, понадобится приложение. Можно еще посмотреть, как я проверял работоспособность станции в реальных условиях. От нее спокойно работает 150-я болгарка мощностью в 1800 Вт. Получается, ей достаточно тока для запуска. Всякие дрели, лобзики вообще не вижу смысла подключать, результат заранее известен. А вот что действительно имеет смысл проверить, так это синусоиду на выходе. Для этого воспользуемся щупом на 100 и осциллографом. Как видим, синусоида красивая. Есть малозаметный переход через 0. Частота 50 Гц. А значит, от данного девайса можно включать холодильники, насосы котлов и прочие устройства, где присутствие синусоиды критично. Получается, если мы соберем себе шнур с разъемами вилка-вилка, то можем спокойно запитывать весь дом. Главное перед этим отключить автоматы, чтобы входное напряжение не попало в устройство и не спалило его.
А еще лучше применить схему с автопереключением, как я делал это в предыдущем ролике. Также можно использовать станцию в режиме бесперебойника. Что это значит? Саму станцию мы включаем в розетку, а потребитель в станцию. И пока есть сеть, потребитель питается напрямую от нее. А в случае пропадания сети происходит переключение на аккумулятор, что дает бесперебойное питание для ваших устройств. С переменкой разобрались. Давайте посмотрим, что нам предлагает постоянка. Для этого нажимаем кнопку DC, и питание пошло. Первое, что проверим, это беспроводную зарядку. Просто кладем телефон на станцию, и заряд пошел. Очень удобно. Теперь проверим гнездо Type-C. Тут можно было просто подключить телефон, но у нас есть кое-что лучше. В первую очередь это USB-тестер, который покажет реальное потребление. А в качестве потребителя будет паяльник на 70 Вт. Это я считаю лучшей нагрузкой. И как видим, паяльник без проблем может работать от зарядки. Так что с такой станцией мы будем со светом и с паяльником. Также тут есть простые порты на 5 вольт, от которых можно заряжать другую технику. Но думаю, это уже никому не интересно. Все потому, что зарядки на 5 вольт не нуждаются в представлении. А мы тут собрались ради чего-то интересного. Разъем как в автомобиле с выходом на 12 вольт вообще не знаю, для чего применить. Но раз поставили, то пускай будет. В крайнем случае можно вытащить оттуда 12 вольт и подключить, допустим, светодиодную ленту. Но это так, чисто размышления. Помимо встроенного дисплея, мы можем с помощью телефона подключиться к станции и получить еще больше информации. Для этого устанавливаем приложение из App Store или Play Market и по Bluetooth коннектимся с устройством. Тут нам показывает более детальную информацию про нагрузки, ошибки, а также есть возможность удаленно нажать кнопки станции. В общем, данная функция может быть полезной. В случае выхода обновлений установить их можно тоже через приложение, так что можете время от времени проверять их наличие. С тем, как забирать энергию, все понятно. А вот как ее получить? Тут есть целых 3 варианта. Первое, наверное, самое простое, это воткнуть шнур в розетку. Шнур как в компьютерном блоке питания, что правильно. При потере его легко заменить. Также при заряде видим мощность, которую потребляет устройство. Она по стандарту 1 кВт, а значит за 1,5 часа наш аккумулятор будет заряжен. Есть еще 2 режима – турбо и эконом. В турборежиме мы зарядимся вообще за час, а в экономе будет гораздо дольше, но при этом аккумулятор выдержит больше циклов. Следующий вариант зарядки – это зарядка в авто. Едете вы домой и знаете, что света дома нету. А значит, по дороге можно подзарядить станцию и дома пользоваться энергией. Однако скорость зарядки не очень большая, но как альтернатива подойдет. Ну и последний вариант зарядки – это солнечная панель. Вот тут перенесемся к распаковке панелей. Коробка внушительная, раскрывать буду на полу. Достать панели не составило труда, так как предусмотрена ручка для транспортировки. Чем-то это похоже на чемоданчик, как был у моего деда. Но это так, лирическое отступление. Сама панель в разложенном состоянии занимает довольно-таки много места. Оно и понятно, тут заявлено целых 200 Вт мощности. На панели имеется крепление для выставления угла к солнцу, что даст прирост мощности при правильном расположении. Провода укладываются в сумочку на корпусе, в которой хранится инструкция к панели, гарантии, а также указаны характеристики. Еще мне понравилось, как выведены провода из панели, что повышает надежность и вырвать их будет сложно. Что ж, по факту нам дает солнечная панель. Для этого перенесемся на поле. Там я разложил солнечные панели, угол попадания солнца не оптимальный, но при этом заряд идет и дает нам целых 100 Вт мощности. Но у нас есть регулировочные упоры, с помощью которых мы можем изменить угол. И вот если направить панели к солнцу, то получим еще 50 Вт. Почему не 200, спросите вы? 200 Вт будут при определенных условиях, такие как температура панели и угол попадания солнечных лучей. Как вы понимаете, добиться таких условий тяжело. Кстати, изменение угла наклона играет роль только в начале. А далее преломление света делает свое дело,
и мы можем особо не париться с углом, так как мощность остается примерно такой же, в большом диапазоне углов попадания света. Это я протестировал на личном опыте. Когда аккумулятор заряжен, то можно тратить заряд на любые нужды. Кто-то на природу поедет, кто-то дом запитает. А я запитаю футбольное поле, потому что спорт — это жизнь, все дела, и нужно поддерживать себя в форме. Ну и собственно в конце я бы хотел вскрыть станцию и посмотреть, что у нее под капотом. Делается это несложно. Выкрутили пару винтиков и снимаем крышку. Откидываем разъем, и перед нами вся внутрянка. Тут можно было бы рассказать, что за схема применена. Но все это стандартная начинка станции. Изменяется только количество и качество транзисторов. Поэтому пропустим этот момент. А так, что можно сказать? Плата залита лаком, что похвально. Высокие элементы промазаны герметиком. Радиаторы напротив вентиляторов. В общем, придраться не к чему. Как говорится, бери и используй. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч. If I stay, will you stay? If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you